Меня зовут Антонина Ключерева. Я научный сотрудник Дома Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. В год столетия музея мы подготовили проект «Экспонаты за спиной». В нем мы показываем предметы не самые заметные, но все же интересные. Сегодня мы поговорим о пейзажах Ивана Павловича Похитонова в Малой гостиной. В Ясной Поляне в разное время бывали знаменитые русские художники. В июне 1905 года в Ясную Поляну приехал Иван Павлович Похитонов. Он прожил в доме Толстого 3 недели и за это время написал несколько работ, среди которых пейзажи «Дубы в ЧПЖ» и «Место, где зарыта зеленая палочка». Имя Похитонова к началу 1900-х годов было не слишком известно в России. Намного более популярным творчество художника было в Европе, где он жил с 80-х годов XIX века. Тем не менее, к 1905 году Иван Павлович являлся признанным мастером миниатюрного пейзажа в европейском и русском искусстве. Очень эмоционально передавал впечатление от всегда удивительно тонко, свежо и колоритно написанных пейзажей Похитонова критик Николай Кравченко. Несмотря на свою любовь писать все детально, художник с каким-то непонятным мастерством делает все так широко, красиво и просто, что многие останавливаются перед его произведениями в полном недоумении. Кажется, что уж дальше такого мастерства идти некуда. Всматриваешься, пропадает рама, забываешь о маленьком размере, а видишь лишь чудно переделанный кусочек природы, момент ее красивой, полной прелести жизни. Поездка Ивана Павловича в Ясную Поляну была не случайной. Художник был хорошо знаком с творчеством Толстого. Он зачитывался его художественными произведениями, внимательно изучал публицистику. Из записок домашнего врача Душана Петровича Маковицкого понятно, что и Толстому имя Похитонова было знакомо. В разговоре с сыном Ильей Лев Николаевич отмечал: «У него так, как у Трубецкого, самобытность не потеряна», имея в виду скульптора Паула Трубецкого. По воспоминаниям Маковицкого, за время своего пребывания в Ясной Поляне Похитонов написал 6-7 картинок. Один пейзаж подарил Софье Андреевне. Он произвел на нее особое впечатление. Это место, где зарыта зеленая палочка. В своем дневнике жена писателя отмечала, что Похитонов написал этот пригорок, чтобы сделать приятное Льву Николаевичу. Старший брат Николай на этой горке зарыл палочку, будто бы волшебную. Пригорок называл Фанфарова гора. Все это рассказывал Лев Николаевич с большой нежностью, и Похитонов ему написал эту самую Фанфарову гору. А Лев Николаевич просил на этом месте его похоронить. Кроме этой картины, в Малой гостиной хранится еще один пейзаж Похитонова «Дубы в ЧПЖ». 4 портрета Толстого, написанные Похитоновым здесь, в Ясной Поляне, хранятся в Государственной Третьяковской галерее. Еще один портрет в частном собрании во Франции. После отъезда из Ясной Поляны Иван Павлович Похитонов переписывался с членами семьи Толстых. В одном из писем он выражал мысль о том, что был бы счастлив оказаться в этом месте вновь. Однако в 1905 году художник уехал в Бельгию, и побывать в Ясной Поляне ему больше не пришлось.